связи с энергетическим кризисом в Украине стало очевидно, что электричество больше нельзя воспринимать как нечто гарантированное. После воздушных тревог и повреждений энергетической инфраструктуры свет может пропасть внезапно в любой момент. Как следствие, пропадает отопление и размораживается холодильник с продуктами. Особенно остро это ощущается в квартирах, где нет возможности установить бензиновый генератор. В этом видео я поделюсь своим решением на базе инвертора и автомобильных аккумуляторов, которым пользуюсь уже больше года. Имея в наличии несколько АКБ, как БУ, так и новых, я решил использовать их. Для этого мне пришлось докупить инвертор, преобразователь из 12 вольт в 220. Ключевыми параметром выбора были мощность инвертора минимум 2000 Вт для подключения множества потребителей и выдерживания пусковых токов, и чистая синусоида на выходе, обеспечивает корректную работу чувствительной электроники и двигателей. Сравнение с другими методами. Бензиновый или дизельный генератор. Генератор имеет ряд существенных недостатков при использовании в бытовых условиях. Основные – высокий уровень шума и выхлопные газы, что делают невозможной эксплуатацию в квартире. К недостаткам также относятся высокие операционные расходы. Потребление топлива практически не зависит от нагрузки и требуется регулярная замена масла. Дополнительно генератор подвержен механическому износу и значительному тепловыделению вследствие низкого коэффициента полезного действия. Готовые зарядные станции. Готовое решение прекрасно подходит для использования в многоквартирных домах, но и с ними не все идеально. Преимущество сборки – инвертор плюс аккумулятор. Это масштабируемость. Возможность подключения любого количества аккумуляторов параллельно, увеличивая количество запасенной энергии. Цена сборки с инвертором в 3 раза ниже при той же запасенной емкости. Ремонтопригодность. При выходе из строя любого из узлов сборки меняется только этот узел, а не вся сборка. Справедливо будет сказать и о недостатках моего подхода, хотя лично для меня они не столь существенны. Это мобильность. Инвертор, аккумулятор и зарядное устройство тяжело и неудобно транспортировать, а свинцово-кислотные АКБ существенно тяжелее, чем литий-железофосфатные. И максимальный нагрузочный ток свинцово-кислотного аккумулятора ниже, чем у литий-железофосфатных. Этот недостаток компенсируется масштабируемостью. Компьютерные бесперебойники. ИБП легкие и мобильные, но созданы они для безопасного выключения компьютерной техники без потери данных. Потому у них малая выходная мощность, а продолжительность работы достигает максимум 20 минут. Помимо слабых характеристик, большинство ИБП формирует на выходе меандр или модифицированную синусоиду, что приводит к некорректной работе, повышенному нагреву и даже поломке электродвигателей, таких как насосы отопительных котлов и компрессоры холодильников. Подведем итоги. Инверторная сборка является лучшим решением для квартиры, особенно когда у вас уже есть аккумуляторы от авто. Для организации автономного электропитания в условиях блэкаутов ключевыми параметрами инвертора являются мощность и форма выходного напряжения. Мощность должна выбираться с запасом, с учетом пусковых токов электродвигателей и импульсных блоков питания. В бытовых условиях оптимальным является инвертор мощностью не менее 2000 Вт. Форма выходного напряжения имеет критическое значение. Для корректной работы бытовой техники, отопительного оборудования и электроники требуется чистая синусоида. Я лично использую вот такой инвертор, ссылку на него оставлю в описании. Для полноценной эксплуатации системы необходимо помнить о регулярной зарядке аккумуляторов. Инвертор не выполняет функцию зарядного устройства, поэтому требуется отдельное зарядное устройство, рассчитанное на соответствующий тип и емкость аккумуляторной батареи. Ссылка на подходящий зарядник в описании.